в прошлой серии бедной Насти. Анна мой друг. Немедленно покиньте дворец. Берегитесь! Двое разъяренных мужчин, заряженный пистолет. В любом случае, кто-то должен был погибнуть. В любом случае, маменька была бы довольна. Приглашая Забалуева во дворец, вы хотели навредить Анне и мне. Пойдемте. Наталья, не нужна ваша помощь. Татьяна беременна от Андрея. И вот этому ребенку я собираюсь оставить большую часть наследства. Что тебе, голубчик? Пора, ваше превосходительство. Ну, пора так пора. Позвольте, барин. А ты-то здесь? Какого рожна? Не извольте гневаться, барин. Примчался прямиком из поместья. Случилось что? Ага. Видать, случилось, раз к вам прислали. Князь Репнин. Добрый день, княгиня. Здравствуйте, Елизавета Петровна. Я же просила вас, князь, не приходите в мой дом в дни траура. Я просто хотел выразить вам мои соболезнования и сообщить, что барон Корф... Не произносите в моем доме имя убийцы моего сына. Или вы намерены его защищать? Напротив, княгиня. Я хотел предостеречь вас. Дело в том, что барон Корф сбежал из тюрьмы. Водки еще. Слушаюсь. Думаете, он может быть здесь? Если б я был убийцей 3 женщин, я бы спрятался в людном месте. Надеюсь, за вашу поимку тоже обещали бы приличную сумму. Да, и повышение. Проверка, господа. Сергей Степанович, здравствуйте. Анна! Ой, какой сюрприз. Я рад вас видеть. Я тоже очень рада. Я наслышана о ваших успехах. Вы теперь при дворе, учительница пения. Да, но... Что? Нет. Я убежден, что на ближайшем балу мы будем иметь большое наслаждение слышать ваш концерт. К
сожалению, этого не будет. Меня отлучили от двора. Как? А чего? Неужели император не оценил ваш талант? Я сделала большую ошибку. Не рассказала его величеству о том, что родилась крепостной. Он все равно узнал. Мне тут же указали на дверь. Вот как. Да. От его величества лучше секретов не иметь. Мне очень жаль. Сергей Степанович, мне, право, неловко. Позвольте мне просить вас. Может быть, у вас найдется какая-нибудь роль для меня? Я сожалею, Анна, но работы в театре вам я предложить не могу. Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови, мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любил. Все-таки тебя люблю, душа моя. При имени твоем трепещет, печаль по-прежнему сжимает грудь мою. Я за тебя, Создателя, молю. Я за тебя, Создателя, молю. Ваше Величество, мое почтение. Натали? Вы здесь? Как неожиданно. Я только что приехала. Я знаю о вашем горе. Ваш жених убит? Да. Князь Андрей Долгорукий погиб. Примите мои соболезнования. Мне очень жаль. Но я не понимаю, почему вы здесь, во дворце. Я полагала, вы должны быть в такой день в поместье на похоронах князя Долгорукова. Ваше Величество, вы просили меня зайти. Александр. Ты в последнее время упрекаешь меня в том, что мы удалились друг от друга. Не надо. Вот у меня выдался свободный вечер. Мы можем воспользоваться этим, чтобы наладить наши отношения. Увы, но у меня сегодня другие планы. Ну, если это дело не государственной важности, я думаю, его можно отменить. Отец, это дело не терпит отлагательств. О, я готов помочь. Уладим твои проблемы вместе.
вряд ли они вас заинтересуют. Я должен увидеть Анну Платонову. Я не надеюсь стать ведущей актрисой. Мне бы хоть самую маленькую роль. Мне очень жаль, Анна, но тут я бессилен. Талантливых актрис в театре всегда больше, чем ролей. Да-да, я понимаю, Сергей Степанович. Просто когда-то вы предлагали мне работу, и я ответила отказом. Могу ли я надеяться, что, может быть, когда-нибудь в будущем вы... Да, конечно. Я был бы очень рад, Анна, видеть вас на сцене. Но обнадеживать вас и я не могу понапрасну. Никто из актрис не собирается покидать театр, а отказать кому-то из них без причины. Я не могу, даже ради вас. Да-да, я понимаю, Сергей Степанович. Ради Бога, простите мою дерзкую просьбу. Всего вам доброго. Удачи вам, Анна. Удачи. Браво, князь. Браво. Считайте, что вы уже получили разрешение на постановку вашей новой пьесы. Во всяком случае, я никогда не видел в вашем театре более удачного спектакля. Но нанести удар такой талантливой актрисе, я не представляю себе, как это возможно. Ну, что делать, князь? Большое искусство требует маленьких жертв. Ну, неужели эта хрупкая девушка так опасна? Да мне до нее никакого дела нет. Однако у нее есть один покровитель. Могущественный покровитель, который почему-то считает, что со мной можно обращаться как с простым жандармом. Однако он вскоре убедится, что это не так. Софья Петровна? На ловца и зверь бежит. О, Господи. Да не бойтесь вы так. Я не испугливых. Не надейтесь. Ну да, ну да. Вы узнали, что я просил про Полину? Князь включил ее завещание? Ах, оставьте, Карл Модестович, я ничего не знаю. Ну, я же просил, Софья Петровна. Почему вы так не жалеете своего папеньку? Зачем вы вынуждаете меня рассказывать о поцелуе конюха, которые его очень, очень расстроят? Я слышала, что после похорон папенька собирается удочерить Полину. Это все, что мне известно. А почему такая спешка? Это не мое дело, и тем более не ваше. Ступайте, я больше ничего не знаю. Никуда я не пойду, милая барышня. А вам? Впредь наука будет, как амуры с холопами водить. Так что уж терпите меня, Софья Петровна. Коли решились на ухаживание конюха ответить. А всякий ли управляющий имением решился бы так бесстыдно подглядывать? Я не подглядывал. Я углядел. И это долг управляющего докладывать барину обо всех событиях в доме. Вы не важничайте. Если бы не папенькино здоровье, не его больное сердце, я вообще бы не стала с вами разговаривать. Вы хотели узнать про Полину, я узнала. И довольна. Ну, что я говорила? Сбежал.
Невинный человек не будет сбегать из тюрьмы. Я очень виноват перед вами, Марья Алексеевна. Мне надо было сразу довериться вашему материнскому чутью. Конечно. Любая мать безоговорочно угадает врагов своих детей. Я сразу поняла, что это подлец Корф убил моего мальчика. Маменька довольна. Слезами горю не поможешь. Да, Лиза, да. Надо держаться. Миша, я очень рада, что вы на нашей стороне. Вместе мы добьемся наказания для убийцы. Только бы его нашли поскорее. Я не сомневаюсь в этом, Марья Алексеевна. Я лично буду искать убийцу. Андрей был моим другом. И ради его памяти я готов на все. Очень хорошо. Я полагаюсь на вас. Андрюша, он так нас всех любил. А я его не уберегла. Довольно, маменька. Ах, Лиза, ему бы жить да радоваться. И вот его нет среди нас. Простите меня. Я не понимаю, как ее только земля носит. Быть повинной в убийстве собственного сына и обвинять при этом другого человека. И это моя мать. Ваши документы. Ваши документы. Владимир Корф? Вы и здесь? Я запретил вам видеться с этой особой. Я виноват перед Анной. Что? Виноват? Кто это говорит? Наследник российского престола? Эта женщина обманула нас, скрыв свое истинное происхождение. Я просил ее умолчать о своем прошлом. Она послушала и лишилась места. Я всего лишь хочу знать, как она устроила свою жизнь. Наследник российского престола заботится о крепостной актриске. О бывшей крепостной и о талантливой актрисе. Пусть остается там, где ей подобает. На сцене, а не с моими детьми. Впрочем, я не намерен продолжать этот спор. Я тоже. Я должен помочь ей, и я это сделаю. Да. Ты это сделаешь. Ты это сделаешь. Только из чувства противоречия. Назло мне. Просто и ясно. Вот как. Почему вы так решили? Потому что для тебя главное отстоять собственную позицию в пику мне и вопреки здравому смыслу. Ну что, Аполлинария Петровна? Хорошо ли княжной быть? Да уж получше.
чем помой выносить. А по прежней жизни не скучаете? По домику в Курляндии скучаю, который ты мне обещал. А я своих обещаний не отменял. А я сыта ими по горло. Придется тебе какую-нибудь другую крепостную актрису поискать. Да, актриску-то я себе найду. Их везде пруд-пруди. А вот хозяйку... Вот еще. Мало я от тебя натерпелась. Я ведь от чистого сердца предлагаю. Что, если я и к долгоруким управляющий пошел, только чтоб к тебе ближе быть? А не потому ли, что Корф выгнал? Ой. Если хочешь, Полька, свою любовь хоть сейчас тебе доказать могу. Я теперь к тебе не отойду, радости с тобой делить о счастьях. Уж чего-чего, а счастье отбавляй. Танька живот отрастила и теперь думает, что ей все дозволено. Так и норовит про меня какую-нибудь гадость сказать барыне. Ну и? Да далась тебе эта Танька. Такие, как она, тебе скоро кофе в постель подавать будут. Не сегодня-завтра Петр Михайлович тебя удочерит и... А откуда ты знаешь, что князь хочет меня удочерить? Да, об этом все говорят. И Танька на каждом углу сплетничает. Ох, врешь ты, Карл Модестович. Не принято у князей с прислугой секретами делиться. А может, те, кто из Долгоруких рассказал? Неужто Софья Петровна? С чего бы это ей со мной о семейных делах говорить? Вот и я думаю. Сам-то никто не разболтает. Разве что ты заставишь. Уж я-то знаю, как ты умеешь заставлять. Ну вот. Я к тебе с чистым сердцем. А ты, как всегда, норовишь в душу плюнуть. Даже княжеский титул тебя не исправит, девка. Не упрекайте меня в равнодушии. Вы же знаете, как я любила Андрея. И поэтому сбежали с похорон. Я не могла там больше оставаться. Это невыносимо все время думать, что здесь он жил, гулял. Мы были счастливы. И теперь этого больше не повторится. Конечно же, я буду на похоронах. Передайте мои соболезнования семье Долгоруких. Обязательно. С вашего позволения, я бы хотела увезти с собой на похороны Анну. Анну Платонову, воспитанницу барона Корфа? Да, они были дружны с детства, и я думаю, она захочет проститься с Андреем. Анны во дворце нет. Император отлучил ее от двора. Но почему? К сожалению, она скрыла свое происхождение, и государь не простил обмана. Да, Анна раньше была крепостной, но почему она скрыла это? И где теперь Анна? Куда ушла? Мне это неизвестно. Я знаю, где она. Корф? Ну да, Владимир Корф. Это я могу сказать и без документов. Какого черта вы здесь делаете, приятель? Я вам не приятель. И отчитываться перед вами не собираюсь. Оплачено. Позвольте дать вам совет. Для того, чтобы мы больше с вами не встречались, вам надо время проводить не в дешевых трактирах, а в светском обществе. Я не нуждаюсь в ваших советах. Нет, нуждаетесь. Если вы до сих пор встречаетесь со своей подружкой. Помнишь ее? Да. Белокурая дама, выдававшая себя за дворянку. Она оказалась мошенницей. Хотите, мы ее арестуем? Ваши услуги мне тоже не нужны. Понимаю. Понимаю.
Деньги взяла, а дело не сделала. Дама оказалась проституткой. Лиза, успокойтесь. Княгиня, видимо, действительно больна. Ее поступки непредсказуемы. Для начала объясните мне, почему вы стали защищать ее. Приняли ее сторону, принялись обвинять Корфа. Что с вами случилось? Лиза, мне так будет проще расследовать дело. Если я буду ссориться с княгиней, я потеряю возможность бывать у вас дома. Для этого не обязательно иметь с ней хорошие отношения. Я помогу вам, я выясню все подробности. Я не могу рисковать вами. Я сама о себе позабочусь. Если княгиня поймет, что мы ее подозреваем, она может еще что-нибудь выкинуть. Господи, как тяжело. Опасаться собственной матери, Миша, если бы вы знали. Боюсь, что это неизбежно. Она ведет себя очень странно. Вам следует быть сдержанной и терпеливой. А вы бы смогли? Как только я ей намекнула о том, что я знаю о заряженном пистолете, она тут же свалила всю вину на папеньку. Она ничем себя не выдала? Нет, она не настолько глупа. Сказала, что отец, должно быть, зарядил пистолет еще до прихода Владимира. Да. Я это предполагал. Она слишком изворотлива, чтобы оставлять следы. После убийства барона Корфа мы поймали ее, когда она сжигала перчатки со следами яда. Второй раз так не повезет. Одно убийство уже сошло ей с рук. Неужели за второе она не будет наказана? Лиза, я сожалею, что на вашу долю выпали такие испытания, но я вам обещаю, что я не остановлюсь ни перед чем, пока не раскрою убийство Андрея. Почему так расстроены? Опять Модестович? Нет, все в порядке. Но я же вижу, скажите честно, барышня. Неужели не смогу защитить вас от этого треклятого немца? Не вздумай. Я и видеть-то его не видела, и забыть о нем забыла. А чего же у вас глаза красные? Да я плакала всю ночь из-за Андрея. Вот уж горюшка свалилась. Непоправимая. Тут уже никто не поможет. Вам известно, где Анна? У меня есть некоторые предположения, но, думаю, они вас не интересуют. Цесаревич разыскивает бывшую крепостную. Надеюсь, вы понимаете, что это абсолютно непристойно. Вот именно, маман. Бывшую. Прошлое Анны не должно мешать ее будущему. Я ценю ее талант и уверена в ее будущем. Я буду только тому рада. Зачем же вы согласились ударить Анну от двора? Император действительно поторопился. Но вы сами подтолкнули его к этому решению. Вот как? Да. Не стоило скрывать правду. Император может простить многое, но не обман. Маман? Ой. Спасибо, Никита. Завсегда, пожалуйста. Вот закончу салфетку вышивать, подарю ее вам на свадьбу с Татьяной. До свадьбы ли сейчас? У господ такое горе. Ну, у господ своя жизнь, а у тебя своя. Татьяна будет гораздо лучшей женой, чем твоя прежняя любовь Анна. Ну, ты теперь, небось, сам смеешься, как ты мог в нее влюбиться. Ну, не хитри, Полинка. Уж как ты завидовала Анне, все знали. Какие козни ты строила, чтобы она на сцену не попала.
И вместо нее на прослушивание пошла и с Корфом заигрывала. Хватит, Никита. Знаешь, как говорится, кто прошлое помянет, тому глаз вон. А кто забудет, тому оба. Смотри-ка, как глаза горят. Значит, влюбился. Если только вас, Аполлинария Петровна. Но при чем тут я? У моего папеньки и другие дочери имеются. Ну вот, Софья, например. Хватит, Полинка, глупости говорить. Не ровня я ей. Ну, ровня не ровня, а я вижу, что Софья Петровна в тебя влюблена. Вот глупая, а? Несет, что попало. Да не бойся ты, я никому не расскажу. Да ну тебя. Хоть княжной стала, а как была дурой, так и осталась. Видать, дурь от титула не зависит. А может, я ошиблась? Не в тебя Соня влюблена, а в Карла Модестовича. Ну да, они все вместе да вместе. А как расстаются, так Соня вся в слезах убегает. Ни минуты без него прожить не может. Не удивлюсь, если они сейчас в папенькином кабинете как голубки воркуют. Я знаю о гибели Андрея и искренне вам сочувствую. Спасибо, Александр. Я до сих пор не могу поверить, что Андрея больше нет. Я чувствую себя виноватой. Если бы я не сбежала из-под венца, он бы не пошел в кабинет отца и был бы жив. Натали, зачем вам винить себя? Если бы не эта история с служанкой, вам бы в голову не пришло сбежать из-под венца. Я не думала, что мой безумный поступок обернется такой трагедией. Я всю жизнь буду вспоминать этот день как страшный сон. Натали, я не могу поверить, что Владимир убийца. Когда Долгорукие вошли в кабинет, они увидели в руках у Владимира пистолет. Но он утверждает, что не стрелял и не заряжал пистолет. И я, и Миша, мы верим Владимиру. Так, возможно, это несчастный случай. Какая разница? Андрея не вернуть. Натали, я бы очень хотел вам помочь, но ума не приложу, как это сделать. Помогите Владимиру. Я приехала сюда ради него. Он сбежал из тюрьмы и скрывается в Петербурге. Что? Владимир в бегах? Испугался наказания, это на него не похоже. Нет, он убежден, что Анне угрожает опасность со стороны графа Бенкендорфа. Он хочет отыскать ее. Попросил меня поговорить с ней, он же не может проникнуть сам во дворец. Боюсь, вы опоздали. Анны во дворце больше нет. Да, императрица сказала мне об этом. Представляю, что с ним будет, когда он узнает. А как стало известно о ее прошлом? Благодаря графу Бенкендорфу его тайный агент Забалуев явился во дворец и перед всем августейшим семейством открыл ее тайну. Бедная Анна. Сколько же мучений выпало на ее долю. Но вы же сказали, что знаете, где она. А вы не были у Корфа? Я полагаю, она там. Я так и передам Владимиру. Надеюсь, мы сможем отыскать ее. И еще, Натали, скажите Анне, что я заеду ее навестить. И я очень надеюсь там встретить вас. До скорой встречи, Ваше Высочество. До встречи, Натали. Я очень был рад вас видеть. И я, Александр. Лиза, не надо волноваться. Если ваша матушка виновна, она ответит по закону. Пока мы ищем доказательства, Владимир страдает без вины. Лиза, я не допущу, чтобы вина за преступление, совершенное вашей матушкой, легла на него. Мы должны уличить княгиню в том, что это она зарядила пистолет. Ну неужели вы не знаете мою маменьку? Скорее, мы окажемся
подозреваемыми, чем она сознается. Княгиня очень переживает из-за потери сына. Она очень ранима сейчас, и нам надо этим воспользоваться. Как? У меня есть одна идея, но мне нужна ваша помощь. Я готова сделать все, что вы скажете. Лиза, это очень опасно и рискованно. Меня ничто не остановит. Если мы пожалеем маменьку и на этот раз, то неизвестно, кто может стать следующей жертвой. Ты на кого руку поднял? Пусти меня! Стоять! Сопротивление властям! Карл Модестович, ну, наконец-то я тебя разыскала. Ну, прямо с ног сбилась. Бог мой, какая честь. Сама княжна Долгорукая меня ищет. Чем обязан, Аполлинария Петровна? Петр Михайлович желает вас видеть. У себя в кабинете. У них к вам дело. Ну, поторапливайтесь. Слушаюсь, ваше сиятельство. Где он? Папенька, он обсуждает с маменькой похороны. Модестович, где он? Почему вы скрываете, что он преследует вас? Нет, Никита, с чего ты взял? Да как же нет? Вы убегаете от него вся в слезах. Почему молчите, барышня? Он видел, как мы целовались. И хотел рассказать папеньке. А у папеньки больное сердце, ему нельзя волноваться. А в обмен на свое молчание он потребовал, чтобы я выполняла его просьбы. Вот оно что. Да разве ж можно верить этому человеку? Что он от вас хотел? Он просил, чтобы я узнавала про дела в доме. Про папеньку с маменькой, про Полину, про завещание. Я не понимаю, зачем ему все это нужно. Ах, подлец. Ну, я ему покажу. Ты обо мне, Никитка? Я здесь. Ох ты мерзавец. А ну остынь. Остынь, холоп. Не доводи меня до греха. Остановитесь. Перестаньте. Ну? Никита. Ну давай, стреляй, ну! Карл Модестович! Что здесь происходит? Ваше Высочество, простите меня, что доставила вам лишние хлопоты. Прошлое много раз становилось помехой для воплощения моих жизненных планов. Не поминайте меня лихом. Я уезжаю из России. Здесь мне не удалось воплотить в жизнь то, о чем я мечтала. Может быть, в Париже будет иначе. У меня достаточно денег для путешествия и безбедного существования, по крайней мере, на некоторое время. Очень рад, что застал вас дома. Что вам угодно, господин Забалуев? Я пришел извиниться перед вами, Анна. Тогда во дворце все было так неожиданно и необычно. Я как-то невольно раскрыл тайну о вашем прошлом. Ничего страшного. Ничего уже не изменишь. И все же мне бы не хотелось, чтобы между нами осталась какая-то плохая память или злоба. Прошу прощения. Вы возвращаетесь в поместье? Нет. Обратно я не вернусь. Вот как? Я постараюсь начать новую жизнь. Возможно, поеду во Францию. Во Францию? А не страшно такой красивой барышне одной отправляться в столь далекое путешествие? Я столько всего пережила, что мне уже ничего не страшно. Да, и все же не стоит рисковать. Я могу подвезти вас до почтовой станции.
Благодарю вас, я доберусь сама. Прощальное письмо его высочеству. Прошу прощения, что помешал дописать ему его до конца. Ничего страшного. Самое главное, я уже написала. Ну, тогда позвольте мне сделать вам хоть какую-нибудь услугу. Я вижу, вы отправляетесь сейчас. Думаю, отправить письмо у вас времени не остается. Доверьтесь мне. Я с удовольствием отправлю письмо по назначению. Тогда, может быть, вы позволите мне его закончить? Конечно, конечно. Чего это в доме так тихо? Будто вымерли все. Я отпустила прислугу. Ну вот и все. Благодарю вас, Андрей Платоныч, за заботу. Не стоит. Сегодня же отправлю по адресату. Так я провожу вас. Я доберусь сама. Нет. Мне очень жаль нарушать ваши планы, но вам придется принять мое предложение.